Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы с вами находимся в Сокольниках. Все задают вопрос, куда делась Валентина Ивановна. Ну и вот мы сегодня собрались здесь нашей дружной компанией. Александр и Валентина Ивановна. Здравствуйте, Валентина Ивановна. Здравствуйте, Александр. Да, всем привет. Как жизнь молодая у вас? Супер. Ага. Опоздал из-за того, что ел вместе с котом в кормушке. Опоздал, да, Валентина Ивановна? А? Из кормушки вместе с котом ел? Да, А что, я опоздал на 3 минуты? Вкусная еда-то. Очень. Кошачья. Ты попробуй, мы когда студентами Тут были, вон, смотри, какой. Я пробовал когда студентами были, консервы. и вискас, нет, только вискас пошел. Я Мы пробовал. взяли его и с пивом пробовали, такая гадость. Так что ты не первый, но это были 90-е годы еще. Ну вот сейчас отличился. Сашунь, как тебе не стыдно? А кота обездолил. Смотри, какой ты полный. Валентина Ивановна, вы сегодня в новом наряде, да? А? В новом наряде? Ну-ка, передайте покажите, сумочку давайте. Саше. Да, Давайте-ка мы вас Нет, сейчас я его заценим. редко одеваю. Сегодня я захотела Тем более надо запечатлеть. под настроение. напиток не будем рекламировать. Какой, смотря напиток. Да, Очень. а то можно. Ну, вставайте, Вставайте. посмотрим. Пойдемте. Идите сюда, Валентина Ивановна. Вот какая, смотрите. Ну, уже не холодно, солнышко светит. Пойдемте вон туда. Стойте. О, гляньте, какая Валентина Ивановна у нас. Это первый раз вы такое одели, да? Второй. Ну, я ни разу не видел на вас Здесь я такого. сюда не одевала. Я одевала Дом культуры Нагорный. Ну, покрутитесь. О, красоточка. Ну-ка, так, что у нас на ногах сегодня? Это переобуюсь, это просто дойти. Техническая обувь, да? Да, это просто дойти. Ну, пройдитесь на меня-ка. Вот, Валентина Ивановна пошла. Ну и что? Ну, шикарно, Валентина Ивановна. Вот, пишите, как вам новый наряд, Валентина Ивановна. Ну, он, будем говорить, новый старый. Мы просто его не видели, да? Да, вы его не видели, это мое, да. А давно у вас такое Да, платье? оно давно, уже года 4. О, так Я его что- не одевала сюда. Ну вот, видите, главное, есть место. Есть место, где выгулить. Есть. Вот. Я поменял место. Красиво. Александр тоже у нас с Микки Маусами. Ну и как? Ой, это моя любимая кофта, мне их же две. А его- Кто у тебя тут, зайцы, что ли? Ну что, какие у нас планы? Буфи, А, Микки Маус. Микки Маусы, Дональд Дак, как ее звали, я не Ну, помню. короче, весь Дисней. Ой, Да, какие, я обожаю ой, Дисней. какие, ой, какие. Какие у нас планы, Валентина Ивановна? Ну, что, мальчики, хотите? Давайте что-нибудь съедим. Да, В Чайхану пойдем? Можно. Александр нам расскажет, как в Грузию съездил. да, Да. У меня несколько вопросов к нему по Грузии есть. Нам расскажет. Съездил. Ну, берите барахлишко и вперед. Какое барахлишко? А какие подарки А я скажу, привез? Да, мне цепочку привез, но я ее что-то не показал. Нет, это передала клиентка А, вот. из Германии. Спасибо ей. Она передала мне, тебе Ну, да, банку и Валентине тащишь. Ивановне. Да, сейчас я ее выкину. Вот так. А. Банку выкинул, я же не буду ее Ну, рекламировать. идем в Чайхану. Мы говорим, да. Вы не голодные, не? Я Не да. сильно. Нет, не сильно, там чуть-чуть. Как Ну. говорится, 2 на 3. Не, я один на одного возьму, Нет, не 2 надо на мне. 3. Пловчик возьмем или что-то еще? Вот именно плов на 3. Ну, Валентина Ивановна, вы как обычно. На ком будем экономить? Не экономить. Я хочу, чтобы вы съели, а то не съедите. Еще как съедим. Да, ну, вы Это молодцы. так кажется. Молодцы, если съедите. О, храм это сняли сильно. Я его Да, давно скоро сняла. уже. Давно Я же сняла. вот так проходила. Давно сняла. Так, ну расскажите, Валентина Ивановна, Александр, как вы провели лето? Уже почти заканчивается. Как это лето провести? Это так много. Лето провели Я в интересно. Грузии. Надо В Грузии? Следил за цветами, следил за кошкой. Как там в Грузии? Ой, шикарно, ребят. Ну, говорят, цены там Цены немножко завышенные, не да? А, завышенные. бешеные даже? Да. Очень дорого. Сколько? За оказывается, за городом вчера ребята ездили в Тбилиси дальше. Ага. Ой, не с Тбилиси, а с Батуми дальше ездили. Ну, за дальше. город. Там дешевле в 2 раза. А, ты сколько там был дней? Я 3 дня всего лишь был, я на день рождения ездил. Меня ж Ага. пригласили, и все. Ну, как отметили? Ой, вообще замечательно. ресторане? Спокойно, да. Вообще, прям вообще. Как вот Кайфово.
в интернете иногда прилетают там такие мысли, что там к русским не очень хорошо относятся. Они, знаешь, сейчас я тебе расскажу, они с собой могут разговаривать сквозь зубы. Но бизнес есть бизнес, да? Бизнес есть бизнес. Не, а вот как там на улице, там просто прохожие, которые Ну, от нам твоих, нам от твоих никто- денег не зависят, просто Нет, нам гуляют. никто не нахамил вообще ни разу. Ну а как они здороваются там? С ними, когда здороваешься, они с тобой сквозь зубы здороваются. И ты это ощущаешь. Даже на улице, да? Да. Ну вот, где мы сядем, на улице или здесь? На улице. На улице? Или мы лучше там? Ну сейчас посмотрим, если там музыки нет, то там сядем. А там нет. Лагман. У них Узбекский. где-то здесь, вот Вот лагман. он. Вот он. А это жареный лагман. А, Есть жареные, а есть просто вот. а есть с бульоном. Вот. А, Вот есть бульон. ты его будешь, да? Да, Валентина я- Ивановна, вы что будете? Я буду лагман с бульоном. А я Лагман, вот этот ты, да, Саш? Да. А я сегодня буду А то суп все пельмени. Да, лагман. Суп пельмени. Да. Не буду Ну да, там мясо, макаро, это как вермишель, да? Да, вот это. Потом суп пельмени. Да, я пельмени. Мгм. Так. А ты у нас чего будешь? Да вы все не что-то такое, может и мне. Давай. Не, ну а я плов. Один. Как всегда. Я давно не ел, а я плов. Плов? Один, да, плов. Узбекский, чайханский. А чем они отличаются? Чайханский? Кроме цены. Таза. А, это конина тут, да? Чайханский. Нет, давайте узбекский. Узбекский. Попробуй узбекскую. Мы, кажется, ели. Еле-еле, не один раз. Ели. И не Так, один раз. что это, чайник, чай какой Да, будем? чай черный сегодня. Черный. С чабрецом. Чайник, да, черный Чай с чабрецом. И с чабрецом, да. Вот тут видите, как контора пишет с чабрецом. Чтобы не потеряли. Так, Компьютер. а у меня к плову салатик есть, да? Да, есть. А вы как будете Не, чем? не, нет. Салат какой-нибудь? Нет. Салат тоже не хочу. Суп, считай, 400 грамм. Ты что, тарелка такая? Ну, пока все, если Всё, что, да. там закажем. Чай принесите-то сразу. А, будете А, да, лепешку? одну лепешку давайте. Да. Я-то Конфетки. я-то хлеб не ем, так что Конфетки, Лепешку сахар. одну взял. самое главное конфетки, да? Лепешку вот мы с так. тобой съедим. Пока все. У нас с тобой лепешка, это, ну, Так, Кто? Это девушка молодая. я бабушка. что хотели? А заказали же суп. Это Я что? пельмени Пельмени. заказала. Пельмени? Пельмени. Я вот себе пельмени. пельмени заказала. Пельмени, суп вот этот. Где он? Так, вот, суп пельмени. О, видите. Ну-ка. Это тот же самый, что было на пароходе. Когда Оставили мальчик вас у меня- голодной, когда у меня Валентина мальчик Ивановна. получил по полной программе. Который вас на бабушке. Да, ага. Бабушка в зеленом платье. Бабушку без еды оставили. Ага. Все. Больше сюда не придем никогда. да? Никогда, абсолютно. Была нормальная женщина, сегодня что и рыбки зонтик. Валентина Ивановна, поднимай, Саня, настроение, а то Валентина Ивановна расстроилась. Я нисколько. Да, наоборот, рассмешила нас. Она нас смотрела. Да. Ну что, я тебе про Грузию расскажу. Сейчас, подожди, я на штатив поставлю. Так, ну что, рассказывай нам про... Про Тбилиси, давай. Не, Как вас встретила Тбилиси? А, кстати, билеты сколько стоят? Дорого? дорого идет. Ты на чем, на Аэрофлоту? Нет, какой-то авиакомпании. Грузинской летел. или нашей? Наверное, кажется, да. Ребята знают. Билеты не у меня были, мне их прислали и все. Билет туда-обратно стоит около 6. О, давайте мне. О, мне Около- уже принесли. Нифига Около себе. 60? Около 60 тысяч. Билеты в Грузию Смотрите, очень. какой огромный И салат. салат, да. Около 60 тысяч билеты. Мы даже смотрели. Не ложек. 60 туда-обратно? Да. На человека? 30 тысяч в один конец, да? Ну, потому что брали не заранее, наверное. А даже заранее бери, мы смотрели, просто мы проверяли цены. 25-30 максимальный билет стоит. Если это, И это сезон. можете у меня черпать плов. Игорь, слышишь? Это сезон. Это сезон, в который они билеты продают вот так. Когда не сезон, билеты, конечно, стоят дешевле. Ну как цены, вот, допустим, позавтракать утром там.
Или у вас все включено? Завтрак нет, мы ходили, ребята. Я с ребятами не ходил завтракать. А они ходили 750 рублей. Только это в другом этом, Вместе, как, в другом месте. как Не в в другом отеле. отеле. В другом отеле. Потому что в этом отеле, в котором мы жили, там ничего не хотели делать вообще. Там не кушать, ничего. А сколько на отель мест- стоит, знаешь? 3 дня около 11 или 12 тысяч. Ну вот это, Ну, по кстати, 4 недорого. тысячи. Отель у них недорого. 4 тысячи. Это я сам узнал, что у них самый дорогой это билеты. А еда? Еда стоит у них, В магазины заходили? заходили, Продуктовые, я имею в виду. заходили, нет, в магазине продуктовые цены нормальные. Нормально? Да, не А так что тогда дорого. дорого? Еда в ресторанах, А, в кафе. ну это, блин, Тбилиси, да? Если ты говоришь Батуми, Это, там... конечно, это Тбилиси. Два раза дешевле. Игорь, это Тбилиси. И плюс мы жили центр города. А, Там же, если куда-то уехать дальше, там дешевле. Если приезжать, если в самом центре, это реально дорого. О, чаек подошел. Так, пельмени вам, Валентина Ивановна, гляньте вам какой. Сань, тебе, как всегда, забыли. Ничего страшного, сейчас Держи. принесу. Чистые. Наливай, У Сань, них- ты будешь у нас... У них в это, как его, слышь, если сходить в кафе, как у нас можно зайти... Дайте салфетку, вот, минутку. Как у нас можно зайти, например, в кафе, там сказать, можно сходить у вас там в уборную? У них у них не пускают в уборную. Если ты с улицы зашел, Да, да, спасибо. Спасибо. Девушка, О, будьте покажи-ка на любезны, камеру. салфеток. У нас мало салфеток. О, лагман. О, красиво. Вот. Это пельмени. Ну, пельмени У с них, водичкой. слушай, у них не запускают в этот, как его, Если ты не клиент этого Нет. заведения. А во всех странах пускают. Спасибо. ну не во всех. Да, у нас, Давайте, будем говорить, у нас пускают. ну, Уже и у то нас- не везде, тоже, И то, да. да, это надо, это, знаешь, Привет. упрашивать. Пусть немножко заварится, пока подождите. Давай. Вот, не везде тоже. Но у них, да, у них вот как раз... Еще на тебя так смотрят, как будто чем-то кому-то обязан. Грузия нет, Грузия на самом деле интересно. Съездить, посмотреть, Игорь, я всем советую, серьезно. Вот, Лёшка, Что съезжай. значит, мы когда вдвоем с Валентиной Ивановной, я хлеб не ем, и она хлеб не Я ела. первый раз ел. Поэтому я ее угнетал, получается. А вот Саня пришел, с удовольствием лепешку жует. О, я же первый раз. Игорек, горячая. Она попробуй. горячая и свежая. Горячая. Так что... Один раз можно. Нет, почему один? Если... Один кусочек может. Почему? Если человек ест, то ради бога. Нет, я редко когда, даже суп. Вот, ну, знаешь, кто себе, я всем советую, кто соберется в Грузию, летите, посмотреть стоит. Очень много старого. Экскурсии, конечно, уточняйте, смотрите на сайтах, потому что есть дешевле, есть дороже. А вы в Грузии и в Батуми были? В Тбилиси? Не, ребята сейчас в Батуми, А, друзья. Они еще Они там, еще да? там, конечно. А. У них же 2 недели отпуска. А, это ты просто с ними... Я же просто на Сашкин день рождения летал. Мы взяли как машину, погуляли? катались по горам. Это хорошо, спокойно. Это Сашка какой на корабле был, да? Да, рыженький такой. Мы там же на машине такой катались по городу, так красиво вообще. Ну, я видел у тебя. Не, просто красиво. Я не мог этого не выложить, потому что реально город красивый, но ремонт, конечно, ремонтировать надо много чего. Валентина Ивановна, как пельмени? Я еще не ел, я только суп еще А ел. водичка как? А это прилично, есть можно. Перчиком вон насыпьте. Вот это перец. Перчик уже хватит. Соль я добавлю, а перчик хватит. Сань, перец Шурпа добавь. нет, вот здесь это специи, знаешь, сколько хватает. Шурпа очень классная. Ну, это суп лапша по Да. Ну, что здесь хорошо? Не, видишь? Они сами должны делать лапшу, не в Они магазине. дело, по идее, должны, но мы не знаем же. Да. Ну, я пловчик традиционно. У меня мышление узкое. Понимаешь, Саша, я была в Тбилиси дважды. Это когда вам там лицо... А?
разбили, да. Когда у тебя больше били в Грузии не Да, ногой. да, да, да. Но я дважды была, понимаешь, и проехала, действительно очень красиво, особенно старые города, очень замечательно. Ты не видел это видео, Сань? Где Валентина Ивановна рассказывает, когда с таким бланшем там ходила. Ну, расскажите, Валентина Ивановна. Сашке интересно будет. Да ладно, потом посмотрю. Просто напомнишь, какое Ее видео. там приняли за девицу легкого поведения. А, Мало того, что главное кто. Она беспардонно отказала. Представляешь, самое интересное, что я руководитель группы, а он, как говорится, руководитель этого культурного центра. То есть, как говорится, можно было не ожидать неприятностей ни с какой стороны. То есть вообще вопросов не стояло. Это не какие-то там танцульки, не кто-то с улицы. Это официальное лицо. ну такое бывает. И когда я задал вопрос Валентине Ивановне, вы говорю, в Грузии были? Она была. Потому что у меня в комментариях спросили, говорит, Валентина Ивановна, была ли она в Тбилиси? Была и рассказала историю. думаю- Ну это ж по молодости, наверное. Я здорово и спросил. Да, но дело в том, что, понимаешь, что хорошо, старшее поколение, во-первых, пришел ко мне в полном составе извиняться, его привели как паскудника, и он стоял такой перед старшими, вообще на него глядеть было страшно, я понимаю, что там с ним сделают. И мне и всей группы сделали пикник в лесу с домашним вином, шашлыками, с зеленью и принимали как извинения, понимаешь, в чем дело, за него, за поганца. Они больше всего боялись, Валентина Ивановна, чтобы вы заявление в милицию. Я напишу, да. Нет, потому что в те времена еще как-то имели уважение, слышь, к русским, и нормально. Старое поколение, вот мы ходили на экскурсию по городу Тбилиси, старое поколение вообще хорошо относится. И по-русски хорошо Да, разговаривают. вообще. А молодые разговаривают по-русски? Не по-грузински или по-английски. По-русски вообще мало, да? Они не нужно делать. Но они владеют русским? Но я думаю, что да. Но они, когда слышат русский разговаривают, они сначала тебя зазывают, а потом начинают с тобой типа на этом. На английском или на... А вот обслуга там вот в гостинице, вот, Да когда- на ресепшене, я имею в виду, как? Нормально разговаривают? Тоже через зубы? Там гостиница одно слово, слышь. Нет, Где ну мы я- жили, гостиница одно слово. Я не конкретно это беру, вообще, в общем и целом. В Батуми хорошая гостиница, где ребята живут. Где мы жили, на фотке показано, что там терраса, все красиво. Саша поэтому и снял. А оказалось все совсем по-другому. Поэтому, кто будет в Тбилиси, не верьте фоткам. А вы один номер на всех вся? Или Нет, у я каждого? жил в другом номере. Одноместный у тебя был? Да. Я жил на 3-м этаже, ребята жили в большом на 5-м этаже. Чтобы вынести мусор, это, конечно, целая, слышь, проблема была у ребят. Он говорит, что? Говорю, куда? Он говорит, да мы вот там возле лифта стоим. Как заберу, так и заберу. Мы приходим, номер как был грязный, так не убирали, так и не убирали. Ну, все это вот, в общем и целом, понравилось тебе? Мне, Тбилиси? да. Если брать честно, да. Я остался таким, слушай, довольным впечатлением. Я ты первый раз там просто, был? да, вообще первый раз в жизни. Я вообще люблю такие старые города, я вообще. Но я говорю, что я людям всем советую, кто захочет туда полететь первый раз, летите, не пожалеете. Там очень красиво. И ты смотришь сверху, катаешься, смотришь сверху, это красиво, это реально. Поднимаешься, там стоит у них статуя, как ее мать. Как ее зовут, статуя? Ну это еще, знаешь, Она давно стояла деревянная. все началось при Саакашвили там. Вот. Я всем советую. Но гостиницы выбирайте, конечно, читая все комментарии, да. Потому что на фотке одно На показано. картинке одно, а в реале другое. Я в реале, Игорь, ты не поверишь, я в реале, когда увидел их номер, мой номер в 100 раз лучше был, чем их. Мне балкон не нужен огромный, у меня балкончик был такой, знаешь, Чисто Большой? символически. Да. Комната большая была у тебя? да, большая.
И ванна, и они сами удивились. Они говорят, у тебя номер лучше, чем у нас даже. Валентина большой Ивановна, а вы же номер. в советские времена были там, да? А где жили? Тоже в гостинице? Да. У вас хорошая была? Гостиница у нас была приличная и была чистая, и в этом отношении. И мы питались в этой гостинице, и было все прилично. Ну все, экскурсии были отличные. А ты был там, где на горе могила, это самое, Кого? жены Грибоедова? Нет. За 3 дня вы Она не успела. все не Да, успеешь. не успела. День прилетел. В советские времена к русским хорошо относились? Да, отлично относилась. И старшее, и молодое поколение одинаково. Но старшие особенно. Старшие особенно. И очень внимательные, и все расскажут, и все покажут. Особенно они гордились своей историей. Они вот идешь по улочкам старого города, они рассказывают, что здесь было и так далее. Было очень интересно, очень интересно. Нет, они сейчас хорошо относятся, старшее поколение, к русским. Ты ни с кем там не разговаривал из взрослых? Разговаривал, я и даже, я не знаю, я просто людей... Не, я имею в виду, они Нет, уклон на политику не нет, делали? нет. И никогда делать не буду. Нет, они, не ты. Нет, нет. Вот мы слышали там от одной женщины, которой вот мы были в гостях, по экскурсии нам там вино наливали, чачу, конечно. Я вино не пью, я чачу пил. Виноградная самогонка, двойной перегонки. Слышь, такая вообще просто, это небо и земля. Я выпил 3 стопочки по 50, и мне, конечно, слышишь, меня вот. А потом немножко прошлись, погуляли, скобот ничего не пил. Мы в свое время, когда в институте учились, с нами много грузин училось. И они постоянно возили, едут домой, и обратно постоянно, сколько мы этой чачи перепили. При этом же там она Хороший напиток. слышь, там она пьется вообще легко. Я говорю, ты выпьешь, мы пошли дальше гулять, потом мы зашли в этот, как его, в ресторан, еще посидели, коктейли попили, потом и нормально вообще. Вот так. А как там? Ты с чем ездил? Доллары, рубли у тебя были? Как там? Доллары. Доллары, Можно да. рубли. Как кто хочет. Можно поменять там рубли, да? Но обменный курс надо смотреть везде. Везде, вот, насчет обменного курса, везде обменный курс разный. Потому что в одном может быть 2,60, там 2 рубля. Доллар. Нет, за доллар, да. А в другом может быть 2,45, понимаешь, за доллар. Или 55 там. Надо смотреть. Лари у них. У них лари, да. Считать, конечно, вот это переводить с лари на рубли, конечно, очень тяжело, потому что у них вот 100 долларов это 262 лари. Все, и вот ты начинай как хочешь, так и считай. Ну, ты хотя бы в продовольственный магазин зашел хоть раз? Но мы заходили, фанту, Так, колу брали. ну, сколько да, хорошо. Как фанта и кока-кола на наши деньги получается? Я скажу, что сок свежевыжатый из апельсинов мы брали, он стоит 6 лари. 6 лари это где-то 200 рублей примерно, вот так вот. Ну, это, кстати, недорого. Недорого. Кока-кола у них баночка, вот эта железная, или фанта стоит 0,33 2 лари. это. Слышь, 2 лари, это 60 рублей. Даже еще меньше, может быть. Там А у нас сколько А она стоит? хлеб не посмотрел, сколько стоит? Нет. А зачем мне нужен? Я туда что, хлеб приехал есть. Вот мне хлеба еще не хватит. Блюдо. Туда, скажи, тихобили. Да, блюдо. Хорошо, ладно. Сколько стоит бутылка чачу? Я знаю грузинскую чачу и знаю крымскую чачу, сколько стоит. Сколько стоит бутылка? От, Бутылка какая? 0,5? 0,5. там есть еще меньше. Нет, я От подумала, 20 лари вот такая бывает стоит, Игорь. От 35 до 50 лари. Вот давай- Как я тебя привез? 50 это лари, это сколько по-нашему? 1500 рублей где-то. дорого. Ну это даже для туристов. Ну что вы хотите? Ну, она маленькая Уехать, бутылка. конечно, уехать за городом, уйди за город, там это дешевле стоит. Ну это для туристов. Это для туристов. А я же, Впаривают, да, Конечно. повышенную цену. это для туристов все дело-то, поэтому
А так, не, можно... мы заходили в магазин, коньяк стоит 60 лари, а мы ушли рядом. Туда. Нет? Я хотел туда вам кинуть. Аэроз. Ага. Вы в Прикурску, да? Вот в магазине стоит 60 лари коньяк. Тот же коньяк, когда мы поднялись в гостинице, мы купили за 30 лари. Это 900 рублей. Коньяки у них стоят от 25 лари, если подальше от центра. Это можно и за 20 лари найти. И выше. Смотря какой коньяк. Вино грузинское пили? Ребята пили, я не пил. Я же не пил вино. Я не могу его. Ну прям, как Валентина Ивановна, тоже не любит вино. Любит более крепкие напитки. Нет, у меня пил вино, у меня потом у меня от него плохо становится. Вообще через... Ну, я не буду рассказывать, что дальше происходит. От бокала. Также я и светлое пиво не пью. Почему? Потому что у меня забиваются все Чакры. чакры. А так нет. Валентина Ивановна, а у вас чакры не забил? Я просто тоже не пью вино, потому что врач сказал, вообще алкоголь это, конечно, нежелательно, но если вам очень необходимо в силу каких-то обстоятельств, выпейте рюмку водки или рюмку коньяку, чего я и придерживаюсь. Ну, если очень хочется, то можно. Да, вот, а поэтому вино я немножко пила в Крыму, непосредственно с винзавода. Какое пили? Я пила, которого сейчас нет. Значит, портвейн, 3 семерки. 3 топора. Его называли 3 топора. Нет, он массандровский, это было что-то необыкновенное. Так это крепленное вино, Валентина Ивановна. Я знаю, но дело в том, что Если мне память не изменяла, 18 по оборотов. вкусу необыкновенное. А сейчас его нет уже давным-давно, поэтому все остальное. Вот все с ума сходят, мускат белый и красного камня. Ну, не Да, да. А Мне не нравится. Да, и мне не нравится это вино. Я и пила и там, и покупала в Москве. Нет. Хотя это считается классика. Действительно, там всего 50 гектар. Всего 50 гектар. Маленькая поляночка, с которой собирают этот виноград, из которого делают это вино. Оно элитное. Но без него совершенно можно спокойно обойтись. А вы портвишок как пили? Залпом или смаковали? Оно же крепленое. Провокатор. Да. Провокатор. Нет, Игорек, мы покупали портвейн, приносили домой. Какая разница? Я Да. И мы всегда пили его перед обедом. Для поднятия аппетита. Да. И в ужин. Так, завтрак мы не пили. Но это только для того, чтобы именно для поднятия аппетита. И бутылка у нас, мы вдвоем были с моей приятельницей Тамарой Петровной, Царствие Небесное. Она все. У нас она стояла долго. Коньяк еще дольше стоял. Еще бутылку хорошего коньяка ставили, он стоял, и можно, конечно, не рюмку, а там просто по желанию и аппетитом. Все. А потом на юге еще с точки зрения заражения. Алкоголь там еще играет роль. Дезинфицировали. Да, дезинфекция. Желудок. Да, желудок. Так да. это надо крепкими напитками. Да, только крепкими. Вино, так, Да, бодяга. да, только крепкими, да. Да, тоже. Чачу градусов 70. Ну да, последнее. Вино так на зубочек. А последнее время, вот когда я была в Ялте последний раз, это была чача. Это Я было- видел у вас в да, холодильнике. Да, это что-то интересное. Мы же исследовали с вами Да. содержимое Чача, холодильника в Я и Ялте. магазин тебе показала, где она есть. И всё, брали. Да. Подвальчик на набережной. Да, и всё. И цена приличная, пол-литра 550 рублей. Очень приличная цена. Сейчас Ялта без света сидит. Вот, а здесь вот я грузинскую Ну, чачу купила. что? Здесь я купила грузинскую чачу, когда пошла в гости, где пьют чачу, да? Ага. Я купила 1100, пол-литра. Крымскую? или Да, да, грузинская 1100. Но только бутылка сделана, как обычно, как водочная, и все. Мы попробовали, никакого. Не то пальто. Абсолютно никакого удовольствия, никакого. То есть ту можно пить, а эту так. Не закусывая, да? Отставили. Нет, закусывать всегда надо. Закуска градус крадет, Валентина Ивановна.
Вот так вот. А как твоя лапшичка? Вкусная. Вон, всю водичку вычерпал. Ага, Теперь... Не, она у вся него, ушла. у него первое и второе. Ну, давайте. Мы Тебе- вот ведем трезвый образ жизни, видите, чаем. Да. Чокаемся. Не Тебе пролейте, не Тебе на пролейте. самом деле кажется, что водички макароны наложили, а когда макароны начинаешь есть с мясом, вода же И уходит. водичка появляется. Конечно, и меньше. Макароны впитывают, да? Да. Все это гадость. Ты тоже любишь макароны? Не, я редко когда. Мака- Я вот этот лагман ел Три. последний раз. 3 тарелки, Саш, будет. Гречка, рис, макароны. Что выберешь? Рис. Рис, да? А вы? Макароны. Макароны? Вот что значит послевоенное детство. Военное детство, макароны. Не, но из риса тоже. Тех макарон черные трубочки, которые были, их нету. Вкусноты необыкновенной, черные. Они серые были, из какой-то особой пшеницы. А вкусные, ой, А их не будет больше. их не будет, больше их не делают. А Сейчас вы бы, Валентина Ивановна, макароны с чем предпочитали? Ну, макароны идут как гарнир, допустим, а вот там какой-то... в наше время предпочитать не надо было. Они были просто макароны с маслом. А некоторые ели еще Сахар добавляли? Вот я хотела сказать, сахарный песок. Я не люблю это. Я в детстве любил. А так. я не любила. Я только макароны с маслом и все. Не, А я сейчас Без сахара. без сахара. А я любил сахар. Я любил я- тоже в детстве макароны. Некоторые Сахара то она сыр, всегда. сыр добавляют. всю ложку Я и возьму, сыр не люблю. Я сыр не люблю Я тоже. чисто макароны с маслом, а сейчас еще добавляю кетчуп. Я с кетчупом. Так и осталось у вас такие Да. вкусы, да? Там не гуляш, ничего не... Нет, не хочу. Только чистые макароны с маслом и кетчуп. И все, и могу целую тарелку. А макароны по-флотски. Люблю. Любите? Люблю, да, но только надо приготовить. надо. Правильно, да? Правильно, да. Я иначе, тоже люблю да. макароны. А умеете готовить? Относительно не знаю, и как-то я не часто это блюдо готовлю, вроде как-то считается как дежурное оно блюдо. Оно дежурное, но оно Да, вкусное. ну все, здесь зависит Игорек еще от тушенки. О, От тушенки. вот вы видите, мы плавно вышли на новую тему, что нам приготовить. Потому что, да, тушенка. Даже вот когда покупаешь банку, А какая тушенка должна быть? я предпочитаю все же тушенку говяжью. Говяжья. Да. Но загвоздка в том, что разные сейчас фирмы, разные эти производители, и когда я делала попытки, открываешь банку, батюшки, Какие люди. батюшки. Здравствуй, мой дорогой. Ну, загляни нам в кадр. Солнце мое. В кадр загляни. Сюда. Сюда, чуть-чуть. А что очки спрятал? А что отмечаем? Ничего, просто Ну, сидим кушаем. давно не виделись. Круто. А я только поел вот перед вами. Где? Здесь? Да. А с кем А мы ты тебя был? не видели. Не видели. Так, а Лена где? А она не концерт какой-то там, я не знаю, уехала. Я уже на танцы сходил, на эти, Дневные. на свободные, то есть. На эти пойдешь? Не пойду. Они не ходят на эти. Они игнорируют. Лена особенно игнорирует. Да, мы что-то это, не хотим туда. Вас приятного аппетита, все хорошо. Спасибо. У нас все хорошо. Не, я тебя давно уж не видел. А я зашел в это. Все, давайте, удачи вам. Давай. Что, еще может что-нибудь? Не, все, Игорь. Куда? Ты что, я этим объелся, как не знаю кто. Валентина Ивановна чуть не доела, шишку оставила все. Я тоже наелся, я говорил, куда еще? Ты что? У вас уже все? Что? Нет, Так что, рекламная пауза. Вода все. ну, вы сами мне подали новую тему, макароны по-флотски сделать. Быстро и сердито. Ну, быстро сказать нельзя. Дело в том, что, во-первых, будет, я сказала, о тушенке. Открываешь банку, Ага. а у нее 2/3 одного жира. И да. маленькое чуть-чуть мяса. Это макароны не получится. Все. А как узнать? Фаршем берешь, делаешь. Ты знаешь, как-то я вот когда готовила чаще, я уже спрашивала
у знакомых продавцов, когда они сами едят, где тушенка поприличнее. Ну, я сейчас просто не помню название, надо смотреть, я давно не готовила. Хорошая. Вот. Вот так вот, понимаешь? Вот так же. А потом хорошо. А правильно, Саня прав. Надо классические макароны по-флотски, они с фаршем С делают. фаршем свиным и с Ну, можно перемешку там. перемешку. Можно. Разные. Еще делаешь томатный соус, Но дело в нарезаешь туда ингредиенты. Ну вкусно же. Да. Скажи мне, и дешево. Плохо, Нет, шикарно. ну, ребят. самое интересное, что с Всё, фаршем давайте, не удачи. Давай, Сейчас, счастливо. с фаршем не тот вкус. Не то. Не да? тот. Нет, Именно добавляешь с туда тушенкой. томатную пасту. Все это Не, ну это уже не по-флотски. по-плотски получается. Игорь мне приходилось есть картофельное пюре, когда я зубами занимался. И вот как раз меня фарш это самый лучший вариант, который меня просто выручал, чтобы не жевать. Нет, но дело в том, что Как бы тебе объяснить-то, Саш? Дело в том, Популярно, что да? в тушенке, Я знаю, что в да, тушенке это производство заводское, и оно с мясом именно поступает таким да, я образом. знаю, я делал макароны по-плотски. Просто должно быть мяса больше, а жира Вкус меньше. мяса должен быть. Но- От него весь аромат должен быть, ты понимаешь? Понимаю. Даже если ты сам положишь свои специи, уже не то. Я делала с фаршем, вот ты мне напомнил, я делала с фаршем. Не Но это понравилось получается А диетическое, это диетическое. Не, мы бываем делаем, мне а нравится. с каким вы делали? Да. Говядина, Нет, свинина? Нет, со свиным. Со свиным, Со да? свиным фаршем. Ну, он да. жирноватый вот он. Нет, дело в том, что когда его обжаришь с луком, со Там специями, ничего всё. не остается, там вытапливается. Остается. Нет, остается. Плюс я, Нет, плюс надо еще, хороший слушай, фарш плюс взять. если еще туда томатную пасту добавишь. Все это, ой, получается просто. Нет. А пасту? Как- Тома вот это, как его, зачем? а для вкуса тоже делается. Ну, Ну, это я Как тоже- в Италии делают это. уже не классические макароны по-флотски. Это не по... Нет, я люблю вот как раз не Ты классические. любишь, это другое дело. А макароны зависят от них? Какие надо? Да. А какие Да. надо брать? Тоже макароны твердые. Пшеницу надо Твердых брать, да. сортов пшеницы. И не переварить ни в коем случае. Надо четко по времени. Вот скажем, 5 минут, даже Аль 5 денте минут. делать. Что? Аль денте. Аль денте. Ну не доваривать ученый. макароны, Ну, не знаю, это что называется такое аль денте. Ученый мальчик. Да. Ой-ой-ой. Чуденько. И потом, ну вот, готовьтесь, на следующей неделе будем втроем делать макароны по-флотски. Хорошо, сделаю. Макароны будут аль денте. Хорошо. Сегодня была передача у Мясникова, я случайно включила. Говорили о мясе и замену мяса. Значит, показали парня, который разводит домашних сверчков. Ферма у него. И эти домашние сверчки поджаренные были принесены на съемки. Целое вот такое блюдо. Говорят, очень белковая пища. Да, Это очень не полезно. то. Вы слушайте дальше. Значит, сначала предложили Мясникову. Он говорит, ну, я ведущий, куда деваться, я все взял, съел. Слушай, а это, говорит, вкусно, непонятно. Все, кто, говорит, хочет? Одна бы подняла руку, попробовала, вкусно. А еще кто-то будет? И все, кто сидел, все пошли. Ну, там вот такое блюдо. Дурной пример заразителен. Да, и сказали, что это мясо будущего. Сверчки, тараканы, каракатицы и все такое прочее. Но это надо переломить свою психологию, Ну да. чтобы это взять в рот. Китайцы Понимаете? все ведь что шевелится, все едят. Они, да. Мне же привозили же лапки лягушки, я ел. Но это Не, ну это другая. французская, это да. Не, с французская. Китая, с Таиланда привозили. Я понимаю, но это еда французская. Ну, понятно. Ну а это все. А так да. И вся студия ела сверчков. И главное, он сказал, так, карман не класть, никуда не прятать. И раз вышли, берите в рот. И все взяли в рот. И съели все во рту. Все во рту съели. Ну, Да, скоро это в а что это? ресторанах будет Еда деликатес. будущего, они сами растут Конечно. Только вот Так нет, ферма. У ферма него- целая. Игорь, идите у в него какую-нибудь ферма. гостиницу, там тараканов столько наловите. Игорь, ну ферма. Нет, тараканы должны И быть. парень рассказывает, как он их разводит и все такое прочее. Это настоящая ферма. Настоящая ферма. Спасибо. Нет, тараканы должны быть определенные. Не такие, которые бегают по квартире. Рыжие. Да, там они
Вот тоже, Прусаки. ну, конечно, они тоже их растят, чтобы они были определены, чтобы там можно было что поесть. Так что вот так вот. Ну, ничего страшного. чё. Лепешку съели. Ну вот, поели, попили, все. Теперь можно и танцевать идти, да? Да, теперь на танцы. Сейчас будем калории растрясать. Да. Особенно Сашу не надо. Да, особо-то много калорий не. Особо много не разрезайте. Как у него работа на ногах стоять, попробуйте. А это как раз не И растрясает. что вы говорите? Да, да. Да, Вы знаете, что ходьба быстрым шагом гораздо эффективнее и полезнее, чем бег. Растрясает и пузо, и все дела. Я же почему постоянно хожу в движении. И нагрузка на Дождь, коленные. в дождь, в снег. Но если нету в юге такой сильный, прям, которая... Я гуляю. И нагрузка на коленные суставы гораздо меньше, чем при беге. Но я хочу сказать, значит, от того я такая худая до сих пор, когда я преподавала, у меня было 8 часов стоять, 4 пары по 2, без передышки, 8 Как ни часов. крути, вы стоите, все равно мышцы, стабилизаторы работают, чтобы поддержать в вертикальном состоянии. Да, Очень да. много мышц Да, работает. даже А когда я- вы на диван плюхнулись, все, ни одна мышца почти не Нет, работает. нет, я даже кроме не- жевательной. Даже не присядешь, ты абсолютно все время, во-первых, у доски, потом вообще ходишь по классу, по аудитории и все так что. Но 8 часов, 8. С 9 начинаешь и часам к 5 кончаешь. Вот так. Да, действительно. На перемене тоже иногда не удается даже присесть, журнал заполнить, потому что к тебе подходят с вопросами, еще что-то решаешь, не сидишь же решаешь, а опять стоя решаешь. То есть я вот так. Но я привыкла. Там Почему всё я уже вот, нет. почему я везде стою? Да, у меня есть отклей. Да ладно, все, у меня есть. Это я стою в трамвае, везде я стою. То есть это уже закалка. Это уже, Закалка. ну, как говорит пословица, если есть возможность Присесть. посидеть, то лучше полежать. Не, я тоже вот утром еду, поезд, смотрю, даже пустые, встану и стою. Ну, не хочу. Почему-то садиться. все вот эти вот костоправы, вся эта вот братья медицинская, самую вредную позу это сидячую позу, считаю. да. Это вот самая вредная Да, поза. да. Это вот телевизор губит всех. Как говорит Да. пословица, я же еще Не, раз я говорю, лежу, если телевизор есть смотрю, возможность я лёг. полежать или посидеть, лучше полежать. Я лягу и смотрю телевизор. Или стаю. Или фильм Ты какой-то включу. бегаешь по программам. Не, я не смотрю телевизор большинство. Я включаю фильмы корейские. Телевизору сейчас. Да нечего сейчас смотреть. Абсолютно. Я бегаю по программам. Сейчас, Не, я корейские сейчас по фильмы второму смотрю. кругу смотрю Невского. По второму кругу. Невский это что? Сериал. Сериал. А, вы еще сериал смотрите? Да, смотрю. А там он, нечего очень, смотреть, он, Игорь. кстати, очень интересный. Особенно по первому разу было вообще замечательно. Кстати, многие спрашивают, какие книжки еще читаете, Валентина Ивановна? О, я вот только сходила в библиотеку. Я принесла опять, значит, 3 книжки. Наша только Букера премия. Даже не запомнишь. Надо вам закачать в телефон библиотеку и будете читать там все подряд, что вам надо. Показать, А тогда ходить не будет. показать, что у меня закачано. У вас есть, да? И все равно вы Я беру все равно печатаю. бумажный вариант. Потому что мои друзья меня приобщают к тому, вот мне... Чтоб ходила Да, побольше. Знаете, зарядка, как Елена правильно. Феликсовна мне закачала очень интересные книги, и все. Но пока я еще... А представляешь, там наложила в авоську 8-10 книг. Это как 10, гантели 10, тягать. да, как гантели. Еще и несу, поднять да. на этаж Да, надо. да. Но у меня лифт, у меня Так вы не ответили, что вы читаете сейчас? Вот я же говорю, я сейчас даже не запомнила название, потому что я взяла новинки, которые только вышли. Они получили Букеровскую премию. И мы с библиотекаршей поговорили, она говорит: Валентин Ивановна, возьмите, посмотрите. Вот я их взяла, посмотрела, прочитала. Как в фильме говорила Нона Мурдюкова, какой жанр? Детектив, любовь, эротика. Нет, это был жанр типа один, значит, любовный роман. Страсти, любовные страсти. Да, любовные страсти. Второй как детектив,
а третий философская книга. Вот я как раз и заинтересовалась этой книгой, но он залез в такие дебри, такое для нормального читателя, без подготовки. Без Он 100 читает- грамм не Какие определишься, там да? 100 грамм? Там 200. Там даже с высшим образованием. Там не видно особо. Я такая эротика. Не, ну Нет, философия это, А, конечно. господи, я думал, вы еще говорите про это. Найти Нет, философский, про эротику у меня не было пока ни одной книги. найти философский камень это трудно, да? Да, да, и вот я прочитала, почему я говорю, не могу назвать ни автора, ни названия, даже не оставили никакого впечатления. Нет, не потому что просто неинтересно, и не стоит их даже называть и говорить о них, потому что это совершенно ерунда. И поэтому я сейчас сразу же, чтобы себя немножко реабилитировать, да, и обратно возвращаюсь, хотя бы что-то Чехова прочитать, просто на ночь, что-то Бунина взять. Вот скажи, я Анну Каренину читала 4 раза. 4 раза, и она разная. Анна Каренина в 18, Анна Каренина в 35, Анна Каренина в 45 и Анна Каренина в моем возрасте. 4 Анны Каренина. Где-то я читал, задались таким философским вопросом Валентина Ивановна про Анну Каренину, почему Лев Толстой отправил ее под паровоз. Хотя логичнее было бы, там, спрыгнула с моста, там, ну, масса вариантов, да? А именно под паровоз. И это же кроваво, неэстетично, ее там размазало. А то там с моста прыгнула, выловили, как огурчик положили, а тут и класть нечего. Ой. Не Нет, знаете ответ на этот вопрос? нет, не знаю. Я Почему? тоже не знаю. Я не знаю почему. Я просто хочу сказать, что Анна Каренина именно со всей своей жизнью, со своими рассуждениями, совсем понимается по-разному, совершенно. То есть она Всё- совсем другая. Все зависит от испорченности натуры, кто читает Анну Каренину. Так. Каждый трактует ее в Ну свою, давай, свою выгодную давай, сторону. давай. Я, правда, Вот ко 4 мне. раза ее не читал, 1 раз всего. Нет, я 4. Ты знаешь, нет. Здесь не испорченность натуры, а здесь совсем другое. Я не про неиспорченность Я- говорю. Я говорю, каждый со своей колокольни ее трактует. Ее трактовать можно по-разному, но надо воспринимать, что хотел вложить Толстой. И ты начинаешь понимать, что он хотел вложить. Это точно так же, как «Война и мир». «Войну и мир» ты не можешь Я, 4 раза кстати, перечитать. Я ее даже 1 раз не осилил до конца в школе, потому заставляли и то там. Я Пьер осилил. Безухов, кто кого там любил, кто на ком женился, кто кого застрелил там. Нет, 1 раз Короче, я... кони, люди, все Нет, смешалось. один Один раз я прочитал прочитала достаточно. полностью. И то не помню уже даже, что там. Ой, Сколько лет прошло. ой. Я помню, там Наташа Ростова, Пьер Безухов. У них там Амур, по-моему, был. Все было, все было. Так, ну что, собираемся? Да, Я вот подъем собираемся. Ну вот мы... О, Аккуратно, Валентина девушка. Ивановна чаю напилась и штормит ее. Ага. От чаю. Нет, от такой порошка. От тряпки или там тряпка. Так, надо вам поменяться местами. Вот. Сейчас мы Валентина Ивановна перевесим, я что-то на эту сторону, вот так. Что там жуете, Валентина Ивановна? Конфету. Саша разрекламировал конфеты. Украли И, конфеты? и я взяла эту конфету, ну не хочется ее, как говорится, выбрасывать. Это какой-то кошмар. Он съел все, а я одну съесть что не там могу. 3 штуки было. Я 2 съела, вы одну. Не муму случайно, Валентина Ивановна? Нет, какая-то гадость. Ой. Карамелька. Столетней давности, а бумажка не отходит от нее. А вы что, думали, там вам хорошее положит? Я-то вообще не думала, он меня спровоцировал. Фантология сбил, да? Да. Я бы ее вообще не такое стала дело. есть. Так, ну что, двигаемся потихонечку на танцы. Да, уже. Как вам суп пельменный, Валентина Ивановна? Мне понравился хороший, я с удовольствием съела. Советы белых мат. Супер вообще. Макароны, конечно, не советовали. Но лучше всего была лепешка, наверное, да? Не, почему? Лагман очень Лепешка вкусный. хорошая была, Лепешка горячая. свежая, горячая, Горячая. вкусная. Но 1 раз можно позволить себе. Почему один? Но я же не всегда ем хлеб же, лепешки. Ну ладно. Когда. Да нет, правда. Кто-то ботинок потерял. Валентин Иванович, случайно не ваш? Это твой.
Скажите, Валентина Ивановна, я такой фасончик не нашел. Да не мой фасончик. Как всегда, музыка играет. А его не было, мы пришли. Кого? Да, это? он только пришел. Нет, там он это, на гитаре. А, девочка, да. Здесь всегда. А, это да, да. А сегодня девица. Сегодня девица, не парень. Почему, Валентина Ивановна? Что? Как мужского рода парень, так ласково, а как женского не девушка, а девица. Ну, это очень ласкательное. Это русское. Это русское название девушки. Девица. 3 девицы под окном пряли поздно вечерком. Это все Нет, это. не разводили они там вечерком, они пряли. А, вот. В Грузии очень хорошие, если кто будет в Тбилиси, в центре очень хорошие бани. Обязательно сходите в сауны. О, сегодня выставка кошек и собак. Не только выставка. Сегодня 15:08. приобщают, ищут хозяина. Пушистых Валентина Ивановна, а вы выставок. кого больше любите, кошек или собак? Я больше люблю собак. А ты, Саша? Я собачник. А Я я, же Ричи. Пусенька моя маленькая, белая. а я котов больше люблю. Не, котов я люблю у кого-то дома, в гостях. Вот и я так. Но не... Вот И эти я так. бездомные, вот эта И я выставка. так же. Я И- тоже люблю очень кошек у кого-то. Обожаю. И они меня обожают. Дают хорошие Они руки, обожают. такие красавчики. Да. Кошечки, собачки. Да. мордочка. Да. О, здесь Что уже это он уже пришел? танцы начинаются. Да, он уже отсюда не уходил, Валентина Ивановна. Так что Здесь начали. здесь уже танцы начинаются. Нет, О, конечно, кошек. слушай, Игорь, конечно, кто может взять себе домой кошку или собаку, Ну да. берите. Животные ни в чем не виноваты. Да. Это я какие красивые. Это все вот сегодня с 10 до 15. Но уже выставка закончилась. Уже сегодня больше 15. Ох, не понимаю, что-то названивает. Любовники. Алло? Любовники. Алло? Да. Много поклонников, Валентина Ивановна. Да. Сейчас быть. А что там вы мне рассказывали? Кто-то переживает, что вы в эфире вас Ты меня потеряла, не сказала. потерял, они вас потеряли. Да, они меня потеряли, но и ты меня потерял, потому что другие-то меня не снимают. Так что все. Говорят, куда вы пропали, Валентина Ивановна? Я говорю, да никуда я не пропала. Я регулярно хожу в субботу и Рекламная воскресенье. пауза Да. Рекламной не было. Даже с ногой не было. Не было, пауза была, да, Валентина Ивановна? И нет, даже с ногой я приходила все равно. Что у вас с ногой, кстати, расскажите, а то С ногой? зрители очень переживают. С Я ног- видел, какое состояние ноги. С ногой, ну, состояние пока более-менее приличное. видите? Да, я хожу, она не болит. У меня еще 2 сеанса лазера, а их 8. 6 На я что лазер 6 влияет, делаю. Валентина Ивановна? Лазер что делает? Усиливает кровообращение в этом самом, чтобы мой мениск более или менее повел себя прилично. Не, ну от этого мениск не срастается. Он не срастется. В общем так, проблема такая. Сейчас должны мне сделать как бы около там, где он рассыпался, подняться должна мышца. И его как бы в коробочку или как бы его взять, чтобы он не расползся по всему, по всей коленке. Да. Вот и физкультура учебная, лечебная, которая была, я говорю, очень тяжелая. Пошла на пользу вам? Наверное. Ну, раз Ну, я как хожу, самочувствие? ну, не болит раз не болит. Раз не болит, значит, уже есть эффект. А до этого побаливало? Побаливал, конечно. Ну, вот ты же видел, когда я с вами даже шла. Я даже Вы с вами шла. героически крепились, я у вас спрашивал, Да. как... А вы всегда говорили, все хорошо. Я говорила, все хорошо, но было больновато. А сейчас вот я иду совершенно спокойно. Вот, скажем, сейчас сделали 6 мне сеансов этого лазера. Я уже еще 2. Я по лестнице уже хожу. Я могу ногой идти, как нормальные люди ходят. Поднимаю. Да. А так я ее не поднимала. Я ее берегла. Ну что, Господи, не страшно. Все будет хорошо. Я уверена, все будет хорошо.
Потому что Минск это дело такое. Да. Минск это дело такое. Ну вот сейчас закончится, потом я иду снова к врачу, который направлял, что он там решит. Ага, хорошо, Сашенька. А потом я буду искать спортивного хирурга, который работает со спортсменами. Кстати, обратитесь, может быть, кто-то что-то... Да, подскажет. кто-то знает хорошего, сказали бы, если есть хороший врач, который работает со спортсменами, особенно с футболистами, которые очень часто рвут мениск. И у них может быть другая методика. Может быть, что-то будет, чего-то, что мне еще больше поможет. Что я уже буду, как говорится, подкована на всю ногу. Да, чтобы Валентина Ивановна летала как девочка, Да. которой 18 лет. Мне 29, уж ладно, 18 мне не надо. Это вы приписали себе. Да, да, это многовато ты меня сбавила. А в 29 это нормально. Ладно, давайте 25. А как? Ну, Ягодка опять. 25, баба ягодка опять. ну, дело, ну 25-то еще подожди. Это еще надо ждать. 2,5 года. А мы, до скажи, 20. Валентина Ивановна, ждать не можем, да? Да, мы звать не можем. Так, здрасте, вот наша танцорша Татьяна, знаете. Да. Что, на танцы дать? Ну, не знаю, может, куда. Сейчас Валентина Ивановна. Сейчас меня ждет, с кем я работала. Нет, а вы говорили, там еще там... А, потом, да, там, Поклонники там какие вас ждут? Вы поклонники. телефон раздавали все. мы Нет, вам я, сейчас его нет. обрываем. Меня ждут те, с кем я была в Сочи, которые мне помогли снять все клипы для телевидения, для модного приговора. И они все собирались приехать на танцы сюда. они сегодня Да, приехали? они сегодня приедут, да. Они местные или из Нет, Сочи? они не местные, они и не из Сочи. В Сочи мы отдыхали. Они из Питера. Они питерские. Так что- Еще кто-то говорит. да, и еще кто-то там, значит, звоню, приедет, да, и самые позвонили, сказали, во сколько я буду. Я сказала, буду. Но вот я сегодня, к сожалению... Медовый спас ведь был вот на днях. Да, ну, медовый спас Я я... только знаю, что 19 августа яблочный спас. Да, да, я вот тоже знаю. медовый, Я уже с этими А он праздниками 12-го. запутался. Да, 12-го. Но дело в том, что я медовый не очень отмечаю, у меня мед аллерген. Поэтому к меду я как бы отношусь совершенно повествовательно, даже когда пытаются угощать и так далее. Яблочки гораздо лучше, да? Да, да. Яблоки на снегу. Знаете, как это раньше называлось? Яблоки на снегу. Расточительность советской торговли. Они должны быть в хранилище, а не на снегу. А вот здесь раньше клуб шайбы был. Малиновка. Это сейчас малина. Никак мы А сюда... раньше я сюда, когда Да. шайба здесь был, я жил на Короленко там, и в этой шайбе мы каждые выходные тусили. В этой, да? Да, это была На шайба. какие шиши ты здесь Ну, я же тусил? работал вообще-то парикмахером уже. Ах ты, боже мой. Красиво жить не Вот, запретишь, вот именно. Валентина Ивановна. Еще А главное, здесь цены- каждую неделю тусил Раз здесь. пошла такая пьянка, Подождите, а цены тогда были режь здесь последний нормальные. огурец. Все равно, цен не все равно цены большие здесь. Да Ему нет, говорит, сейчас здесь это будет. сейчас, Так, ну ладно. тогда нет. Значит, кто куда? Так, 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 сейчас мы выключим. да, и решим. на минутку. Так, танцы почти закончились у нас. И вот мы дружной компанией, смотрите, кого мы увидели сегодня. Татьяна и Николай. Давно уже не виделись. Вот Таня ложки облизывает уже. Вчера был медовый спас. И Таня и Коля у нас вот медовики. Пчела Майя и пчел. Откуда? Трутень. Трутень. А, ну да, пчела мужского рода это трутень. Точно. Откуда дровишки, Николай? Да. Из Наро-Фоминской области. Наши пчелки Района, живут, района, да, района. Они у нас там живут. Только не обливайте. Собирают в полях, в лесах. Вот. С Это, ними не летали. Таня, это собственного производства мед, да? Конечно. Коля хлопочет. С нашей пасеки, да. Да которые ты в что? прошлом году Мед купили. Вот разный. это Это первый мед. пчелки А это и разной породы. из чего, Коль? Коль? Цветочные. А, цветочные, там разные цветы, да? Просто я что спрашиваю, есть гречишный, там есть? Нет, у нас не сеют ни гречиху, ни подсолнух, ни рапс. Ничего не сеют. Это Что его нюхать? Берите ложку и, как говорят, Нельзя, есть нельзя, а вот понюхала. Вот такой запах. Валентина Ивановна, будете мед? Вы тоже не можете. У вас тоже аллерген? Нет.
Так Я не бери, буду мед. бери ложку Давай, хорошо. и черпай. Не в лесе, А не я в умею лесе. красиво это делать. Да, ну, Тань, зачерпни мне, а то я снимаю. Игорь, смотри. Сейчас, подожди, давай, давай. Ой, смотри, не уляпайся только. Ну и как? в рот сразу. Так это один был лед. Это нынешнего сбора. Из 3. Супер, Тань, еще мне. Майский не считается. Майский Таня, особо не капай, елки. Тань, зачерпни Валентине Ивановне. у нас два вида пчел. Сейчас я вот это И они одни Одни рано рыжие, начинают одни работать, черные а вторые пчелы. начинают поздно Ранние работать. какие? Вот эти вот и ранние. Как говорят, у нас два вида пчел, да, Тань? Одни пчелы, а другие трутни. Нет, понимаешь, одни жаворонки просыпаются и в 7 утра уже летят куда-то. А вторые раньше половины 10-го не выходят на работу. Прям как офисные в Москве. Раньше 10. Пробую первый раз ранний ночь. Разрешите, я вас это перекрещу. Ранний. На всякий случай. Кунаю прям. Валентина Ивановна, вердикт. Дерет рот. Мед очень вкусный. Не, суп мед очень вкусный. хороший. Так, свежачок, нынешний урожай. Так, ложечки вот сюда выбрасывай. А я в мусорку уже выкинул. Я фанат меда, поэтому для меня мед... я всегда Не, а зачем? читаю меда и Каждого всегда. свою ложку должен в руках держать, черпать-то. Что, по 20 раз одно и это? Нет, каждый раз чисто. Каждый раз как в Ну, первый класс. если дегустировать, Василий, что вы там стоите так скромно? да, и дегустируем. Коль, как отличить настоящий мед от ненастоящего? А вот сейчас ты показывал ложкой. И это как льется. Но Ну. это не показатель сироптоста. Да? Да. Что, ты прицеливаешься? Да, конечно, капает. Ну пока ты несешь. Так, наша палка прибыла. Достаем еще один. А как на рынке выбирать мед, Коля, расскажи. Я поняла, что Я тебе говорю, сейчас подделанный мед такой же, как настоящий. Все бывает. И поэтому Там вино ну, предложили. не угадай. Вино, То есть как повезет. Как повезет. А, Да. вино? Покупать нужно у проверенных людей. Все. Тогда точно будет хороший мед. А так, бодяжут, вот чуть-чуть сахару, покорми сахаром свистни, и будет присутствовать сахар. Плюс еще берут раньше времени, не печатанный. Это называется незрелый. А зачем берут раньше? Чтобы в погоне за прибылью? Пчеловоды гонят побыстрее, подороже продать, А. потому что раньше времени его начинают продавать. Типа они первые нового урожая, Да, да? первый, мол, весенний, он жидкий еще, незрелый называется. Вот. Но он может прокиснуть. Через год он прокиснет. Хороший мед будет 1000 лет. 1000 лет в стеклянной банке будет в темноте стоять. Ничего с ним не будет. Ничего не будет, он не будет. А бодяженный, все, он испортится. А как засахарница, это не показатель. Это зависит от... Ну, говорят, если мед засахаривается, это хороший мед. Да, да. Ну, опять, как он засахаривается? И когда, да? А обычно вот ты сейчас накачал меда, через сколько он должен засахариться? Я первый раз. Месяц, два, три. А, ты первый раз? В сотах у меня был с прошлого года, в сотах, когда пчелы запечатывают, он год стоит, берешь сотой, он как будто вчера столько него положили. Он там не Ну там он, да, они же для себя его там и делают. специальная крышечка, чем они его запечатывают. А ты оставляешь пчелам на еду на зиму? Конечно, мы вообще не трогали с гнезда. А. Мы только надставки магазина называется. Сверху ставим, И с них только берете, с да? них, да, а гнездо полное мы не трогали. А жадные пчеловоды выкачивают все и потом сахаром кормят, да? Ну, сахаром желательно. Они ведь говорят, погибают от Не, на сахара. сахаре не лучше, на сахаре. Нельзя пчелам давать вот этот подсолнух и рапс в зиму. Нельзя оставлять этот мед. Пчелы на нем плохо зимуют, поэтому забирают этот мед. А И другой подкладывают. сахаром. На сахаре пчелы живут лучше. Лучше, да? У них легче. Зимой, да, легче переносится. А, вон. Да. Они не поносят, как говорятся, и перезимовывают лучше. Вот такой красивый Я не мед. знаю. А мы вот будем брать лишний ульи на зиму, сокращают.
Вот 12 рамок ужин. На зиму мы оставим, может, 8 пчелок. На 8 будут сидеть. Эти лишние рамки мы заберем с медом, а весною мы им назад мед дадим, чтобы они уже сыты были. Потому что меда не будет весной, надо их кормить. Ты все по науке делаешь, да, Коля? Да, Молодец. мы все сейчас смотрим, все по науке. Своих маток выводим, свои. А как выводят маток? Это сложный Берешь процесс? маточник, у них, они, вот если у них матку забрать, они сразу, у них есть расплод, они маточник, в течение 3 дней маточник закладывают. Даже не 1, 5-6 маточников. Берем мы этот маточник, мы сделали маленькие ульи, нуклеус называется, нуклеус. Маленький вот такой, черпачком туда пчел положили, и рамочки маленькие. И туда этот берешь, маточник, прилепляешь, пчелки его греют, выводится маточка, потом она облетывается и начинает сеять. Это уже плодная матка. Сеять это яйца Да. откладывают. И она 1 раз облетается, 1 раз в жизни. И все. И будет 6 лет, 7 жить и сеять. Ух ты. Но желательно менять маток каждый год. Но можно и 2-3 года. Пока она хорошо сеет. Вот какие подробности. Общество разделилось совершенно на разные секции. У нас Это зрителям интересно да, будет. очень интересно. Про мед, который... Саня про мед точно ничего не расскажет. Поэтому послушаем Николая. Про настоящий. Я говорю про Я только ем мед. Зато он может по прическе рассказать, а Николай про прически не расскажет ничего, правильно? Каждый в своем. У каждого свое, Знаешь, А понемножку во всем. Вот у нас сейчас в маленьком нуклеусе есть матка, и мы должны их убрать, а рука у меня не поднимается ее убить. Да? Ладно. А Понимаете? почему я должен убить? Она вторая Она не нужна лишняя. лишняя. А отдать кому-нибудь? Ну, кому мы ни с кем тут и не на общаемся. рынок Люди отнеси. продают. Ну и как будешь выходить из положения, Коль? Я не знаю. Отпустите, пусть Отнеси Нет, на рынок. мы, может, на зиму будем, слабые семьи у нас есть, мы их будем Да, объединять. вы подсадите И ее туда. 2 матки. Да, да. Зимой могут, А 2 матки, 2 матки. 2 хозяйки на кухне, это ничего? Зимой Нормально? зиму могут до весны, а весной 1 вторую грохнет. А, короче, Но чужими зимовать руками, будут 2. чужими руками хочешь, вот да, щас от нее нельзя, избавиться? А сейчас нельзя матку пустить вторую, ее сразу убьют. Они сразу одна от другой избавятся. У них такая- Конкуренция. У них такая тема. Вот, видите, знать вам. Сейчас на каких работах у вас? На легких. Сидят просто. Они сейчас расплод откладывают. Яйца откладывают, яйца Нет, откладывают. щас ночью Работает есть, да. наравне со всеми. Они все И как же ты можешь с такой пчелкой-труженицей поступить так негуманно? А я вот Это и не знаю. исключено. Я вот и Это не... Я говорю, Тань, может, ты их грохнешь. Нет, Таня, Лишнюю матку, Тань. Таня, иди Я сюда. давлю, труд немного, я их вот так. Таня, иди на помощь. Вот, Он ну, хочет пчелку с придавишь, не тобой. страшно. Ну, матку, Матку пока не Котят не поднимай. топила, щенят не удушила. Поэтому И не начну дашь, с маток. и не дашь Начну ему. с маток. Не да. дашь ему, не дашь. Потому что он, я ему говорю, объединяй, у иначе нас они зимой есть. пропадут. Он говорит, а куда матку девать? Ты, говорит, давить будешь. А она работает сейчас, поэтому трогать нельзя. Тань, как говорит, бабу с удовольствием. Придушат, да? А вот труд не жалко, да, Тань? У нас заходим, мы, он уже постоянно он там просыпается с утра, с ними разговаривает, сидит, там перебирает эти соды Нет, свои. жаль, у меня телефон. У тебя есть телефон? Есть. Сейчас Вот. пока. И все время он, у него там, я ему говорю, ты скоро им по именам будешь звать всех своих пчелок, там уже тысячи. Ну, видишь, миллионы, какое понимаешь? отношение Да. любовное к ним. Шум, вот так, они вылетают на облет, жужжат, и так приятно около улья сидеть. Запах идет вот сейчас, медовый, вечером. Коля, а когда мед изымаешь у них, кусают тебя они? Ну, знаешь, меня в эти раз... Ты дымом их это отгоняешь, нет? А эту штучку Они не одеваешь злые. на себя? Эту одеваешь? Одеваешь. Иначе они в глаз без промаха. Пасечник. А в глаз это вообще, да? Обязательно, обязательно.
прям вот сюда, без пробок. Это обязательно. Я говорю, я вот если вот иной раз так закрою, они, значит, в ухо в кончик. Знают куда, да? Ну хорошо, что я сейчас уже не в ухне, это уши. Первый раз искусали уши вот такие. Год назад были. Так, ну что, вот меда попробовали, идем по аллее Здорово. Поели прекрасно. всей дружной компанией. Татьяна, Валентина Ивановна, Александр, Галина. Ну и там вот сзади два кавалера, Юрий Алексеевич и Николай. Горыныч. Что? Змей Горыныч, он вообще худой. Ну ты у меня худенький, прям. Зато он бессмертный, Саш. А я не бессмертный, я все равно же когда-то умру. Да не кричите мне над ухом. Все равно же когда-то умру. Сань, ты чего это интересно? Ой, собака. Смотрите, парк Сокольники, сколько Рубашка белая. еще народу здесь. Всё, Галя. Вам с нами не по пути? Да, Галя. Да, еле машину, да. До завтра. Да, ее личный шофер ждет. О, хорошо. Все, Галечка, давай, пока-пока. Надо До будет свидания. личный шофер. Так, ну а мы сейчас в сторону метро и мимо ротонды пройдем, посмотрим. Может быть, там какие-то танцы еще есть. Может быть. А мы узнаем. Нет, очень приятный мужик. Очень приятный у него мужик. Юрий Алексеевич с Николаем. Что-то... Юрий Алексеевич нашел свободные уши. Ну там дальше музыка начинается. На этой вот веселой и дружной ноте я буду заканчивать свое видео. Ну и вот она, вся дружная, 96 лет, начать новую жизнь, это же прекрасно. вся дружная компания здесь. Какие Вот. Моему папе 96 А, лет, да? и он остался один. Он прожил со своей женой, с моей матерью, 70 лет. Одуреть. 70, и он остался один, вот один. И сейчас у него настроение умирать. Сейчас. А мое отношение, что надо выжить, понимаешь, надо его вытянуть. Понимаю. Мы его еще оженим. Да, и я вот Да, Валентина Ивановна свадьбу сыграет. она обещала Я на мне. тебе женюсь. Да мне зачем? Я по очереди Где? буду. Как, Валентина Ивановна, весь, мне винтаж не нужен. Ну вот на такой, И можно, а Валентине на такой нельзя. веселой ноте мы будем заканчивать, дорогие друзья. В жизни я его верну. Иначе, Валентина Ивановна, Но замуж я иначе меня не YouTube заблокирует. Всего вам хорошего. Ставьте лайки, вот как все делают наши друзья. И до свидания. До свидания. До свидания, всем пока, до скорых встреч. Подписывайтесь.